Протесты в Иране, мысли Перса. Исторически протесты в Иране были вызваны экономическими проблемами, политическим недовольством, правами человека и социальным недовольством. Причины протестов могут меняться и меняться со временем. Протесты – это форма политического выражения, которую так или иначе практикуют все общества. Это связано с тем, что люди обычно имеют разные мнения, культурные и религиозные убеждения, политические убеждения, воспитание и ситуации. Многие факторы, лежащие в основе протестов, приводят к протестам, и часто бывает трудно полностью оценить их, если вы не видите все своими глазами. Основываясь на некоторых исследованиях, ниже приведены мои мысли по темам, против которых в последнее время в Иране в последние несколько лет велись протесты. Хиджаб. Хиджаб – это головной платок, закрывающий волосы и шею женщины, и в Иране по закону женщины обязаны носить его в общественных местах. Несмотря на этот закон, женщины протестуют против обязательного ношения хиджаба в Иране. В знак протеста женщины выкрикивают «Смерть диктатору!» и в знак протеста сжигают свои хиджабы на кострах. Большая часть протестов сосредоточена в школах и университетах. Женщины пытаются публиковать фотографии и видео протестов в социальных сетях, но обмен данными закрыт или контролируется правительством. Я считаю, что этот контроль над информацией хуже в других странах, таких как Китай, где западные геноциды являются нарушением прав человека, которые повсеместно контролируют информацию, используют бесчисленные камеры для сканирования лиц на предмет этих геноцидов и сканирования штрих-кодов на домах. Для отслеживания личной защищенной информации каждого жителя один. Если вы хотите узнать больше об этой проблеме, источник цитирования ниже. Согласно новостным сообщениям TLDR Daily, в ходе протестов погибло много мужчин и женщин, а также было заключено в тюрьму более 18 тысяч человек. 2. Правительство Ирана ответило на эти протесты арестами и запугиваниями, тюремным заключением, якобы случайными, поджогами и убийствами протестующих. 2. Несмотря на риски, многие иранцы продолжают высказываться и отстаивать свое право выбирать, что носить на публике. Гендерное неравенство в Иране. Женщины в Иране имеют законное право голосовать и баллотироваться на посты. Однако, хотя женщины в Иране имеют право голосовать и участвовать в политике, они по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и неравенством. Женщины должны соблюдать строгий дресс-код, в том числе носить хиджаб, и сталкиваться с ограничениями других свобод. Женщины значительно недопредставлены на руководящих должностях в Иране. Женщины протестуют за большее равенство, большее представительство и изменение законов и практики, которые способствуют дискриминации и неравенству. 6. Проблемы питьевой воды и неравенства. В Иране засушливый и полузасушливый климат на большей части территории страны, что усугубляет проблемы нехватки воды из-за небольшого количества осадков, роста населения и ограниченности водных ресурсов. Нехватка воды является постоянной проблемой в Иране, и в последние годы она усугубилась из-за засухи. Протесты произошли из-за перенаправления воды из неблагополучных или менее населенных районов в крупные города. 7. Восстание происходит из-за ненадлежащего управления водными ресурсами,
неравенство в доступе к питьевой воде и простой просьбы правительства принять меры для решения проблемы нехватки питьевой воды. Ни для кого не секрет, что питьевая вода является проблемой во всем мире. Например, Россия высушила 4-е по величине озеро в мире для сельскохозяйственного использования и выращивания хлопка. 3. Здесь самая большая проблема заключалась в том, что водопроводы также плохо обслуживались, что приводило к образованию отходов из-за испарения воды в засушливом климате при наличии утечек в водопроводах. 3. Они перенаправили больше воды на сельское хозяйство из-за утечек и расточительства воды. 3. Во всем мире питьевая вода является проблемой, поэтому водопроводы и системы необходимо совершенствовать для повышения эффективности, а также для лучшего обслуживания. В США существуют законы и ОР для борьбы с таким неравенством, как Исполнительный указ 13985, продвижение расового равенства и поддержка малообеспеченных сообществ. Исполнительный указ 1400, о борьбе с климатическим кризисом внутри страны и за рубежом. Исполнительный указ 12898, экологическая справедливость. Закон о гражданских правах 1964 года. Закон об американцах с ограниченными возможностями, АДА. Закон о возрастной дискриминации в сфере занятости, ЭИДИ. Закон о реабилитации 1973 года. Согласно отчету Института мировых ресурсов, Иран является одной из стран мира, испытывающих наибольшую нехватку воды. 4. Наличие питьевой воды, особенно в районах, подверженных засухе, является обычным явлением из-за ограниченности запасов грунтовых вод. 4. Водная инфраструктура и практика управления могут улучшиться как в Иране, так и во всем мире. Экономические трудности. Иран подвергся экономическим санкциям и дипломатической изоляции. Санкции в отношении доступа Ирана к нефти и газу, международной банковской системе, финансовым операциям с иранскими банками, запреты на продажу определенных товаров и услуг, судоходство и торговлю. 5. Санкции оказали существенное влияние на экономику Ирана, привели к снижению экспорта нефти и газа, обесцениванию иранской валюты и повышению инфляции. 5. Персидское гостеприимство. Иранцы известны своим гостеприимством и теплотой по отношению к гостям. Гостеприимство является важным аспектом персидской культуры. Дом может быть очень личным и священным местом. В иранских семьях существуют культурные нормы и ожидания относительно поведения гостей. Например, перед входом в персидский дом принято снимать обувь, и ожидается, что гости будут уважительно и вежливо относиться к своим хозяевам. Персидская пословица гласит: «Гости – это дар Божий, и местные жители будут относиться к вам так, как будто вы сами являетесь членом королевской семьи». 8. Это точно отражает ценность, которую иранцы придают гостеприимству. Иранцы обычно предлагают гостям домой разнообразные продукты и напитки, включая чай, сладости, фрукты, рис, шашлык, курицу, йогурт, а также большие порции полноценного питания. Персы известны тем, что делают все возможное, чтобы обслуживать гостей не только едой и напитками, но также и с развлечениями, включая нарды и карточные игры,
культурные традиции и праздники, персидскую музыку и танцы, а также спорт. Они очень интеллектуальные и обычно участвуют в долгих беседах со своими гостями, а также делятся своими жизненными уроками, мудростью и любят рассказывать забавные истории. Нажмите на изображение в верхней части видео, чтобы посмотреть больше видео в плейлисте, созданном специально для вас. Обязательно подпишитесь, чтобы получать больше видео, которые помогут вам повысить уровень своей жизни и добиться успеха во всем, что вы делаете. Давайте добьемся совершенства во всем, что мы делаем, и вместе построим удивительное сообщество, комментируя видео. Я обязательно отвечу в ближайшее время.